Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. Продолжаются большие майские выходные, и сегодня у меня в планах выехать прокатиться на мотоцикле. Мне посоветовали одну красивую, интересную дорогу. Без какого-то конечного пункта назначения, просто извилистая дорога среди холмов и скал. Сегодня туда отправимся, но для начала давайте посмотрим, а что же тут у нас с мотоциклом. Он 2 недели простоял без движения, то погоды не было, то у меня времени не было. И к концу этих 2 недель я заметил, что переднее колесо у него подпросело. Измерил давление, а там меньше атмосферы. Мне кажется, оно травит. И прежде чем куда-то ехать, я хотел бы эту утечку обнаружить. Давайте его поддомкратим, чтобы удобнее было осмотреть. Может, где-то поймали шуруп. Вот колесо повисло в воздухе. Шуршат колодки по тормозному диску. Диск весь проржавел из-за дождей. Проведем визуальный осмотр. Шурупов пока не видно, если только что-то тоненькое. Смочил его полностью и интенсивного выхода пузырей так нигде и не увидел. Может быть, утечка по вентилю. Но давайте для начала накачаем давление до нормального. Хотя бы атмосферы 2 дадим. Вижу на манометре 1,5 атмосферы сейчас. А качал я его до 2,2 3 дня назад. Так что травит, но не мгновенно, не быстро. Ну вот, сделал 2,3. Давайте проконтролируем вентиль. Классическим способом. Слюнемометром. Ну, тоже пузырей нет. Может, из-под самого вентиля где-то. Да, видите? Вот оно. Отлично. Причина найдена и, в принципе, сразу же была и вылечена. Я просто пошевелил вентиль круговыми движениями. Обрыва там нет, а воздух начал травить просто между резиной и металлом диска. И вот сейчас уже ничего не пузырит. Даже если наклонять в сторону. Застоялся мотоцикл. Ездить ему надо, а не стоять. Я тут подумал, что очень неплохо было бы заехать сейчас на мойку. Пусть даже без пены, без шампуня, просто смыть с мотоцикла всю пыль. Засветилась лампочка топлива. Значит, на заправку тоже надо. Какой юнок стоит. Большой полноразмерный мотоцикл, но при этом 125 кубов. А выглядит почти как Harley Davidson V-Road.
Так, давайте-ка наведем марафет. Ну вот, совсем ведь другое дело. Сейчас, по крайней мере, нет ощущения, что сядешь на мотоцикл и будешь потом весь пыльный. Как у нас с запуском после мойки. Запутался в ключах. Слишком много их в кармане. Нормально. И отсюда я возвращаюсь домой, поскольку там мы договорились встретиться с моим попутчиком на сегодня. Это Дима. Вы его знаете по предыдущим видео. Дима на интрудере. Вот вместе и поедем кататься. А вот уже издалека слышно, как Димка подъезжает на своем свежевыкрашенном интрудере. Буквально на днях собрал все это после покраски. Ай, блестит, ай, красота. Здорово. Здорово. Ну, погнали. Начнем с заправки. А дальше путь лежит на городок Олькуш. Это первый будет наш чекпоинт на маршруте. Краковское направление. До него около 60 километров. Традиционно коротко о погоде. Сегодня преимущественно солнечно, редкие облака, температура воздуха, судя по термометру, 28, хотя объективно градуса 24. Ехать без куртки тепло, приятно, свежий воздух обдувает. Ну и вот уже впереди показалась заправка. «95-го» полный бак. Очень любопытно, сколько сейчас войдет. Я до этого катался без коляски, накатал где-то километров 200. Ну и 10 литров заправил, 5 на 100. С коляской выходит чуть больше, 5,5-6. Это та самая заправка, где я подкачивал колеса во время своего одиночного велопутешествия. И едем мы практически той самой дорогой, по которой я каждый день на работу и с работы.
Вот здесь, кстати, любопытный участок. Дома закончились. С одной стороны склон, с другой стороны долина реки Брыница и буквально 200 метров кустов. И вот в этих кустах я встречал уже косулю, фазана и диких кабанов. Фактически они живут тут в границах населенных пунктов. А вот и тот самый мост через Брыницу, за которым река становится шире и живут лебеди. Сюда не обязательно долго добираться на велосипеде, вполне можно и машиной подъехать. Интересная тенденция. У меня снова не работает указатель нейтрали, не светится зеленая лампочка на панели. И произошло это после того, как я заехал на мойку. Может быть, просто где-то контакт окислился, попадает водичка и не работает. Надо будет все это проверить и пошевелить. Город Бендзин. Здесь ремонтные работы идут. Дорогу сузили до 2 полос. А впереди, если видите, Бендзинский замок на горе стоит. Сейчас будем мимо него проезжать. Один из замков в цепи Орлиных гнезд. Наверное, самый компактный, самый маленький из них. Но все равно красивый. О, как здесь дорогу разворотили. Из Бендзина попадаем в следующий город Домброва-Гурнича. Промышленный пейзаж на горизонте. Как бы нам отсюда выйти на Краковскую трассу, чтобы по городу не нарезать круги? Думаю, вот здесь должна была быть дорога направо, но пока не достроена. Думаю, вы заметили, что все везде украшено бело-червоными флагами. 3 мая в Польше День Конституции. А вот, кажется, и центр города. Так широко, просторно, даже как-то непривычно. В Беларуси чаще встретишь такие площади. А здесь города старые, улочки обычно узенькие, площади тоже довольно маленькие и компактные. А вот и главный местный костел. Круто. Я тут дороги уже не знаю. Я тут дороги не знаю уже, еду просто наугад. Приблизительно туда. Может, где-нибудь станем, карту глянем.
Отлично, значит правильно идем. Чисто по интуиции, по чуйке. Да, действительно, вот и знак. Краков прямо. Прохватил на высоких оборотах, снова заработала лампочка нейтрали. Видимо, высохла. Высох контакт и снова законтачился. От Катовиц в направлении Кракова ведет две дороги. Одна проходит чуть правее, более современная и скоростная, но она платная. Эта дорога постарше, попроще, но бесплатная. Впереди какое-то происшествие. Уже давно не было видно встречных машин. И вот я вижу, стоят несколько скорых, пожарная, скорее всего ДТП. Сейчас сможем увидеть поближе, что же произошло. Ага, уже подогнали лафеты, будут грузить машины. Форд вылетел в отбойник. Не знаю, каким образом не справился с управлением и влетел вот в эти канаты. Конечно, на мой взгляд, гладкий металлический отбойник менее травмоопасный, что ли. Вот эти столбики с тросами рвут металл, как нож. Димка меня обогнал и сворачивает на заправку. Видимо, появилась какая-то необходимость. Ну, либо просто перекур. Зашел в туалет на заправке и поначалу даже растерялся. Это просто заправка. Фонтанчик. Карпы плавают. Красота. А здесь весы какие стоят старинные. Любельская фабрика ВАГ весов. Круто. Остановились мы практически на границе города Олькуш. Я отсюда уже построил дальнейший маршрут. Нам надо будет с Краковской трассы уйти налево. И поедем мы красивой узкой дорожкой в направлении городка Ойцув. А там как раз природный парк, скалы.
Ну что же, в путь. А вот и город Олькуш, каким мы видим его с 94-й трассы, с трассы Катовице-Краков. Макдональдс, Каррифур, пятиэтажки. Местность здесь холмистая. То спуски, то подъемы. И вот нужный нам съезд по указателю на город Скала. А тут действительно классно. Дорожка узенькая, сосновый лес и повороты. А за городом, в лесу, в теньке стало довольно прохладно, поэтому я хочу остановиться и одеть куртку. Не поймал нейтралку. О! О, хорошо, тепленько. Очень часто встречаю здесь такого типа старинные трактора. Открытые, без кабины, без кондиционера. Минимум удобств, максимум практичности. Как въехали в населенный пункт, хотел сначала сказать, что это небольшая деревушка, но мы по ней вот уже километров 5 едем и едем. Гляньте, какие скалы слева. И прямо у подножья скал стоят дома. Для местных жителей это нормально, привычная деталь пейзажа. Перед нами на дорогу выехал какой-то погрузчик Volvo. 20 километров в час скорость. Ну и ладно, обгонять не будем. Сможем не спеша оценить красоты по обочинам. Интересно и не страшно им так жить, когда крыша практически упирается в нависающую скалу. Ведь когда-нибудь она может и упасть. Ну, не смог удержаться. Такой прямик. Машин нет.
И без погрузчика пейзаж стал еще лучше, правда? Обалдеть. Просто скала висит над домом. И с правой стороны тоже поднялась скальная стенка. Судя по всему, это ложбина, это ущелье. Когда-то промыла река. Там сейчас течет небольшой ручей, вот он виден. Но явно раньше он был больше, мощнее и полноводнее, чтобы проделать такую работу, вымыть столько породы. Большая туристическая локация. Судя по всему, какой-то замок на горе. Можно подъехать ближе, но не знаю, есть ли смысл. Ух ты! Это Михал нам хорошо посоветовал маршрут. Здесь действительно есть чем полюбоваться. Какой каменный столб. А парковочки-то здесь платные. Видно, что дорога популярна у велотуристов, и пешеходов тоже много идет. Просто вдоль дороги полюбоваться красотами. Вот, например. Я еду и присматриваю какое-нибудь интересное место, где можно было бы остановиться и подойти к речушке. Может быть, где-нибудь присесть, заварить кофейку. Пойдемте-ка осмотримся. Вот впереди мостик через речку, сужение дороги. Открывается фантастический вид на скалы. Ну и здесь крест. Неудобно как-то. Видимо, кто-то вылетел с дороги. А место красивое, водичка журчит. Вода чистая, чистая. Решили ехать дальше, но так, не спеша, потихоньку, поглядывая по обочинам. Вдруг да подвернется красивое местечко. Но виды здесь, конечно, восхитительные.
По-моему, лучше и придумать сложно место для остановки. Скала, поворот, и тут же речушка бежит. Ну, а здесь уже вода мутная. Совсем недавно проезжали какое-то сельскохозяйственное сооружение. Возможно, там намывает. А может, грунт такой, видите, серая глина. Да, наверное, она дает такой цвет воде. Вот они, преимущества езды с коляской. Можно взять с собой все что угодно. И куртку, чтобы одеться, и кофе, и примус, и воду. Вот так. Завариваем себе классный кофе. В шикарном месте. Постояли здесь с полчаса, попили кофейку. Рука устала махать проезжающим мотоциклистам. Все друг друга приветствуют. Все доброжелательные. Поедем дальше смотреть красивые места. Такие пятна остаются на чехле. Стоит ему под дождем постоять пару дней. И вот что с ним не делаю. Уже пробовал и чистить его, натирать кремом для обуви какое-то время. Красивый, черный, блестящий. Потом опять. Поедем дальше. Я забыл установить навигатор. Ну и ладно. Будем ориентироваться по красоте дороги. Как-нибудь разберемся, куда тут ехать. Але ж пенькня. Есть ночлеги. Есть наверняка какие-то кафешки, ресторанчики, где перекусить. Ну и цены, думаю, соответствующие. Так, Ойцув направо. Мини-велосипедисты впереди. И сам городок Ойцув. Здесь тоже можно остановиться, по карте посмотреть, какие есть интересные места поблизости. Местный бизнес на платных стоянках. Интересная церквушка стоит прямо над рекой. Это как будто мост деревянный, а на нем стоит деревянная же церковь.
Мы пристроили мотоциклы на бесплатную стоянку на обочине. И пройдемся пешком, осмотримся здесь. Все оставляют здесь машины и куда-то идут. Может быть, и нам куда-то надо. Хорошо путешествовать без привязки к маршруту, срокам и каким-то путевым точкам. Хотя опытный экскурсовод сейчас бы не помешал, который рассказал бы, что здесь можно увидеть и на что обратить внимание. Вон, например, какая скала, какой грот вырезан в ней, судя по всему, вручную. Уж очень у него правильные формы, на дикий не похож. Мы решили забраться куда-нибудь повыше и уже оттуда осмотреться. А повыше это как раз руины какого-то замка на горе. Ну вот, чтобы опять не говорить какой-то замок, какой-то город. Хотел посмотреть подробную информацию, а интернета здесь нет. Вообще не ловит. Поднялись мы к руинам. Руины оказались платные. 22 злотых за посещение с взрослого человека. Не входят такие траты в наши планы. Поэтому пойдем прогуляемся. А вот хотя бы этой красивой дорожкой. Вот он, собственно, проглядывает между деревьев замок в Войцове. Так он и называется. А построен был во второй половине XIV века. Мы одним глазком подсмотрели на демонстрационном стенде, чтобы совсем уж не остаться без информации о таком известном месте, где мы сегодня побывали. Получилось, что мы сделали круг вокруг замка и вернулись, по сути, к нашим мотоциклам. Вот этот перекресток. Дошли до мотоциклов, зачехляемся, упаковываемся. И я так смотрю, у меня могут возникнуть сложности с выездом. Я так стал на уклоне. Колесо коляски вообще на асфальте. Вниз-то я съехать могу, но мне туда не надо. А вот так бы назад чуть сдать с поворотом и заскочить вот здесь, где подъемчик пониже, чтобы не зацепить поддоном. О, как раз Димка откатил. Так, мы готовы. Нейтралочка. Нет, не нейтралочка. О, отлично. Все, вот здесь я уже поднимусь. Спасибо. Двиг стоп. Интересно, люди путешествуют на велосипедах целыми семьями с детьми. Совсем маленькие едут в прицепах. А кто-то на буксире. Забавно. Каменный мост, а там руины дома старинного. На высоком каменном фундаменте деревянный дом. Очень бегло все это получилось увидеть, но, судя по всему, тоже восстанавливают и будет туристическая локация. У меня поднимается коляска в правом повороте. С пустой коляской правый поворот может быть опасен. Ну вот, что-то наподобие этого дома. Первый этаж каменный, а верх деревянный.
вот и заканчивается эта живописная дорожка. Упирается она в 94-е шоссе. Здесь уходим направо, в сторону Катовиц. Но еще обязательно поищем любопытные места. Ой-ой-ой-ой-ой. Думаю, на обратном пути можно заскочить на заправку, выпить по чашечке кофе. Так сказать, подвести итоги поездки. В целом, мне понравилось. Дороги были классные, много впечатлений, много нового увидели. Взял себе кофе. Стандарт. Всегда выбираю стандарт, потому что большой выпить, ну, не то чтобы нереально, но не мой размер. Это вот 420 миллилитров стакан. Я и дома-то такими чашками кофе не пью. На выбор 4 вида сахара и молоко по желанию. Но я люблю черный. Перевели дух, попили кофейку. Классное получилось путешествие. Небольшое. Такое на полдня. Если кто-то будет в районе городка Ойцув, ну или от Кракова недалеко совсем проехать, рекомендую. К вечеру над городом стали формироваться такие массивные кучевые облака. Возможно, ночью будет дождь. Ну, а я тем временем уже приехал домой. Сдул сегодня с Хонды пыль. Отлично прокатились. Велики тоже у нас уже были. А значит, сейчас черед другой Хонды. 4-колесной. Но это уже тема для следующего видео. Ну а на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.